Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваш юрист Валерий Табаков. И я приветствую вас на очередном видео на моем канале. Сегодня мы разбираем тему, которая вызвала настоящий ажиотаж по всему миру. Недавнюю встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Честно говоря, мне не хотелось говорить об этом событии, слишком много шума и разных интерпретаций, но раз уж оно состоялось, я решил вставить свои 5 копеек как юрист, взглянув на ситуацию с более широкой геополитической и правовой перспективы. Так что пристегивайте ремни и давайте разбираться, что это была за встреча и что она значит для мира и в особенности для Украины. Давайте для начала разберемся с контекстом. Это была не просто встреча. Это Дональд Трамп принимал Владимира Путина на американской земле, на Аляске, не где-нибудь, со всеми присущими такому событию театральными эффектами. Красная дорожка, американские военные вдоль пути. Зрелище больше похожее на голливудскую премьеру, чем на дипломатический саммит. Но за всей этой мишурой что же было реально достигнуто? Да практически ничего. По крайней мере, не так, как, возможно, надеялся Дональд Трамп. Я, друзья, не хочу казаться циником, но результаты этой встречи, как их представили мировой общественности, были по сути нулевыми. Трамп подавал это как грандиозный жест, возможность перезагрузить отношения или заключить какую-то крупную значимую сделку. Путин же, похоже, воспринял это как своего рода визит вежливости. Приехал посмотреть, что там Трамп для него приготовил, не питая особых ожиданий. Никаких совместных селфи, никаких автографов, несмотря на шутки, которые, например, отпускал Арнольд Шварценеггер. Но главный вопрос: зачем была нужна эта встреча? Что пытался достичь Трамп? И почему Путин вообще туда поехал? С моей точки зрения, как юриста, эта встреча была для Трампа попыткой прощупать Путина. Представьте это как шахматную партию. Трамп с его менталитетом бизнесмена и переговорщика хотел понять, что движет Путиным, как он думает, чего хочет. Он пытался разгадать его логику, но через свою, скажем так, трамповскую призму. Широкие жесты, громкие обещания и акцент на бизнес-сделки. Но вот в чем загвоздка. Путин, как лидер России, действует совершенно на другой волне. И позвольте привести аналогию. Представьте, что Трамп – это бизнесмен, который заходит на переговоры и предлагает заманчивую сделку. Давай дружить, давай зарабатывать вместе, забудем о прошлом. Именно это он, по сути, предлагал Путину. Конкретно предложение Трампа, похоже, звучало так: забудь про Украину, Владимир, она того не стоит. Давай сосредоточимся на бизнесе с Великой Америкой. Звучит заманчиво, правда, но тут начинается самое интересное. И мы переходим к ключевому вопросу. Те, кто следит за новостями, знают, что Украина уже много лет находится в центре внешней политики России, особенно с начала конфликта. Предложение Трампа Путину было по сути выбором: отказаться от амбиций в отношении Украины и сотрудничать с США ради взаимной выгоды или продолжать путь конфликта и изоляции.
Классический подход кнута и пряника. И что же выбрал Путин? Принял ли он предложение и выбрал дружбу и бизнес с Америкой Трампа? Вовсе нет. Путин в очередной раз дал понять, что Украина – его приоритет. Для Путина контроль над Украиной, включение ее в орбиту России, или, как некоторые скажут, оккупация, гораздо важнее, чем любая сделка, которую мог бы предложить Трамп. Этот выбор озадачил Трампа, да и многих на Западе. Почему Путин ставит Украину, страну, которую Трамп, вероятно, считает мелкой рыбешкой на мировой арене, выше перспективы союза с Соединенными Штатами? И здесь нужно копнуть глубже. Почему Украина так важна для Путина? Чтобы это понять, нужно выйти за рамки экономики или военной стратегии. Для Путина Украина – это не просто сосед, это символ, это часть того, что он считает исторической и культурной сферой России. Речь идет о наследии, власти и влиянии. Независимость Украины и ее стремление к сближению с Западом, особенно желание вступить в НАТО или ЕС, воспринимаются как прямая угроза доминированию России в регионе. Сравните это с мировоззрением Трампа. Для него Украина – это, откровенно говоря, второстепенная проблема. В его глазах это небольшая проблемная страна, которая больше доставляет хлопот, чем представляет ценность. Он мог бы сравнить это, например, с гипотетическим конфликтом США с Мексикой, если бы Мексика пыталась вступить в какой-то конкурирующий альянс. Трамп, возможно, понял бы озабоченность безопасности, но Украина, для него она не стоит борьбы. Однако для Путина Украина стоит всего больше, чем партнерство с Америкой, которую Трамп хочет сделать снова великой. Больше, чем любая сделка, которую может предложить Дональд Трамп. Как юрист я должен указать на более широкие последствия. Выбор Путина поставить Украину выше потенциального союза с США – это не просто дипломатический демарш. Это сигнал миру о его стратегических приоритетах. Это напоминание, что на кону стоят международное право, суверенитет и территориальная целостность. Борьба Украины – это не только вопрос ее границ, это вопрос права наций самостоятельно определять свое будущее, без внешнего давления. Для Трампа эта встреча должна была стать сигналом к пробуждению, или, по крайней мере, могла бы им стать. Ему нужно понять, что логика Путина не совпадает с его собственной. Широкие жесты Трампа и обещания великих сделок не убедят человека, у которого совершенно иные приоритеты. И это подводит нас к главному вопросу. Что Трампу делать дальше, если он действительно хочет сделать Америку снова великой? Если Трамп хочет, чтобы Америка оставалась мировым лидером, ему нужно изменить подход. Вместо того, чтобы пытаться очаровать Путина, он должен сосредоточиться на поддержке Украины. Это означает предоставление конкретных гарантий безопасности, военной помощи и дипломатической поддержки, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и вернуть свои территории в границах 1991 года. Это не только про Украину, это про то, чтобы показать миру, что Америка стоит за нечто большее – верховенство закона, право на самоопределение и защиту малых наций от агрессии. Дойдет ли это до Трампа?
Я не держу пари, но скажем так, дайте ему пару недель. Возможно, реальность приоритетов Путина до него дойдет. Для Трампа должно быть шоком осознание, что кто-то может ценить Украину выше Америки. Но такова реальность, с которой мы имеем дело. Итак, дорогие друзья, что мы вынесли из этой встречи Трампа и Путина? Это напоминание, что геополитика – это не только сделки и рукопожатия, но и понимание глубинных мотивов мировых лидеров. Для Путина Украина – это не предмет для торга. Для Трампа это головоломка, которую он все еще пытается разгадать. А для всех нас это призыв следить за тем, что происходит в Украине, и понимать, почему это важно для мирового порядка. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Если этот анализ показался вам полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Я, Валерий Табаков, ваш юрист, скоро вернусь с новыми разборами важных тем. Оставайтесь в курсе, будьте активны,